Участники проекта проходят испытания, основанные на событиях Великой Отечественной войны. Перед ними только один соперник – собственные возможности. Время ограничено. Всем привет! Это третий сезон интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить». И мы его ведущие Сергей и Павел. Поехали! Четыре дня участники идут к общей цели. Каждый день их ждет новое испытание и выбор капитана, от которого зависит успех всей команды. Меня зовут Анастасия, мне 21 год, я студентка. Я Дегтяренко Евгений Владимирович, 20 лет, и я тиктокер. Меня зовут Иса, мне 19, я видеоблогер. Меня зовут Макс, мне 20 лет, и я тикток-блогер. Меня зовут Никита, мне 19 полных лет, и я сейчас студент второго курса химико-технологического университета. Меня зовут Вячеслав Исмаилов, мне 25 лет, и у меня YouTube-канал. Добро пожаловать в интернет-реалити, где события, о которых вы раньше, возможно, только лишь читали в учебниках истории, становятся настоящими. Готовы к испытаниям? Да. Я надеюсь, что пока вы добирались, у вас получилось пообщаться друг с другом, познакомиться, потому что именно сейчас вам предстоит выбрать лидера. По очереди вы говорите имя человека, который, как вам кажется, будет хорошим главнокомандующим. Ники, давай начнем с тебя. Я предлагаю кандидатуру Вячеслава. Хорошо. Когда я только пришел на старт, я в первую очередь обратил внимание на команду и постарался выявить у них слабые, сильные стороны, скажем так, чисто визуально. Хорошо, Слав. Иса. Я проголосовала за Славу как лидера, потому что Слава, что ты сделал? Женя, твой выбор. Славончик. Я выбрал Славу, потому что у него YouTube-канал какой-то экстремальный, тоже выживание в лесу, и я его прозвал «Спасатель Малибу». Не, ну Слава. Я не очень хотел брать ответственность за всех, потому что в первую очередь я люблю брать ответственность только за себя. Настя, я бы спросил твое мнение. Слава тоже. Проголосовала за Славу просто потому, что он чуточку был лучше прокачан, чем остальные ребята. Хорошо, Слав. Ты становишься главнокомандующим. Поздравляем. Спасибо. Когда меня выбрали командиром, это не было для меня удивлением, потому что я уже успел пообщаться с ребятами, и вроде бы как мы определили позиции, что опыта в сфере выживания, обитания в лесу и во всех экстремальных условиях у меня больше. Ну что ж, выбор сделан, на мой взгляд, очевидный. Ну а вот правильный ли он, это мы узнаем только в ходе испытания. С другой стороны, вместе с ответственностью приходит определенная свобода. Поэтому сейчас ты назовешь имена 3 участников. Это будет отряд, вместе с которым ты пройдешь испытание сегодняшнего дня. Я бы взял с собой Никита, Настя и Макс. То, что нас разделили с Исой, меня немножко подрастроило. Я хотел быть рядом, потому что, я ее поддерживаю. Это моя девушка. Я увидел, что она осталась с Женей. С Женей я более-менее знакомый, поэтому я был уверен, что она в хороших руках. Хорошо, мы приглашаем вас сюда, выходите. Это команда А, наш первый отряд. Ребят, вы вчетвером отправитесь за провизией. Если у вас ничего не получится, то весь отряд будет голодать. Поэтому на вас лежит большая ответственность. Задача команды А – с помощью карты обнаружить продовольственный склад, добыть провизию и доставить ее в лагерь, подобно партизану Виктору Колокольцеву, спасшему от голода своих товарищей. Ну, а вы вдвоем отправляетесь на изучение этой местности. Задача команды «Б» – выбраться из плена и преодолеть большое расстояние по бездорожью, как рядовой Красной армии Шувалов в 1942 году. Но об этом участники узнают позже. Сколько это по времени? 6 часов. 6 часов. До старта первого испытания остается 3, 2, 1. Начали! Идем. Все добежали. Посмотрим, что там внутри. Здесь есть бумажка. А склад отмечен крестом.
Соответственно, нам нужно двигаться туда и направо. После вскрытия конверта мы начали распределять свои роли как-то невербально. Кто-то начал сразу же читать, кто-то стал изучать карту, и я немножко вздрогнул. В чем я не достаточно хорош, так это в ориентировании. Я такой, черт! Нет, мне кажется, Если так вот смотреть. это. Да, Надо, вот значит, это идти вторая, влево. следующая там дальше. Когда мы начали проходить испытания, пытались рассмотреть карту эту, но у нас ничего не получилось. И мы ходили вот так вот по лесу, петляли. Нам просто можно пойти прямо. Пойдем по прямой, может? Ну, вроде как там Ну должно там быть, прям нет? типа неаппетитно. Ребят, Туда? нам сюда. Добро пожаловать в болото. Чё, Мы пробуем? вообще... Тут начинают уже тонуть ботинки. Давайте, здесь Ладно, нормально, пойдем, ребят. не будем Нам терять туда. время. Я не знаю, куда мы выйдем. Мы куда идем вообще? Смотри, как делаем здесь. До березы, потом шагаем. Да ты тоже эксперт по выживанию, смотрю. Молодцы. Стандартное представление обывателя о тиктокере как о чем-то очень сильно ухоженном и неспособном вот в таких критических ситуациях себя показывать. Макс показал себя очень хорошо, очень серьезным человеком, местами сдержаннее и сильнее меня. Ребята опять ушли не туда. Еще чуть-чуть там. Куда? Ты чего торопишься? Не торопись, пожалуйста. Ладно, все, прыгаем. Молодец. Мы нашли сарай, и мы там увидели какой-то дым. Пойдем сюда. Когда мы зашли в амбар, и я вижу, там собака лежит, и я такая, ну, короче, испугалась я очень даже. Мне кажется, это настоящее. Ты реально думаешь, это же жизнь. Пахнет петардами. Сейчас что-то взорвется. Ребят, как дела у вас? Отлично, мы нашли рюкзачки. Отлично, он вам понадобится, поэтому возьмите его с собой. Дрова берем. У тебя какой? А лучше осмотритесь. А это что такое? Что-то военное тоже. А вот это что? Тент. Это сундук наш сундук. Погнали, это наш сундук по-любому. В осажденные города доставка боеприпасов и медикаментов по земле была невозможна. В ход шла эскадрилья. Важно было правильно упаковать и сбросить груз, чтобы все необходимое получили сохранным. Сначала сбрасывали с бреющего полета, потом на воду. Перед эскадрильей каждый раз ставили новые задачи. Во время сброса груза надо учитывать много переменных, и все они неконтролируемые. Погода, износ парашюта, крепление груза. Все это влияет на траекторию полета груза. Часто посылка приземлялась далеко не там, где это планировалось. Сразу мы не поняли, как достать, потому что ребята предлагали дернуть парашют, хотя я сразу оценил обстановку, что парашют никак не поможет снятию ящика с дерева. Поэтому пришлось лезть на дерево, чтобы его достать. Да, кидай. Тихо. Держим. Поднимись чуть там. Все, ребят, давайте откроем. Давайте посмотрим, что внутри. Ого! Когда мы открыли ящик, мы не сразу поняли, для чего это нам все нужно. Там лежал вещмешок, топор, продолжение карты, то есть следующая точка, куда нам нужно было двигаться. Также пара фляг с водой. Мы поняли, что это все может нам пригодиться в дальнейшем. Так. Смотри, Давайте- какое тут болото. Оно стоит, я воткнула. Давай скорее надевай дождевик, пока не промокло. А раньше, между прочим, были не такие крутые дождевики, а плащ-палатки. Ну что, мои поздравления, ребят попали в очередную ловушку. Посмотрим, получится у них выбраться из нее или нет. Там что-то еще? Ай-яй-яй-яй-яй. Зато их... Нас держат в хилом сарае. Думаю, можно сделать подкоп
Видел велосипеды послужного состава, на них можно совершить побег. Тут? Ну, мне... Мы очень долго там начали искать, где копать, то есть чтобы где прикоп сделать. И как бы было такое немного отчаяние, а потом такая, ну блин, надо это сделать, и потом искали там вот это все. Дышать, правда, было сложновато, поэтому мы немного кофты прикрывались. Мы копали часа 2, наверное, просто. Мы копали до упаду сил. У меня забились все руки. Первый полез. Не знаю, давай ты лучше. Ты больше. Давай. Пролез? Мы прошли где-то вот так. Да, наши Если мы задачи шли- здесь. Мы двигались по карте, и сначала не было никаких сложностей, но мы начали плутать, потому что все хотели найти путь наименьшего сопротивления. Ну, нам туда, насколько я понимаю. А нет, Да, открой, открой. подожди. Сюда, налево. Где мы сейчас? Мы здесь, значит, нам туда. Цветные флажки. Как правило, они ассоциируются с праздником, но не сегодня. Если увидели вот такой флажок желтого цвета, это значит, что вы попали в зону химической или радиоактивной опасности. У нас флажки красные, с буквой «М». Это означает, что дорога заминирована. На нее выходить участникам нельзя. С самого начала из задания мы поняли, что нам нужно двигаться в сторону склада, какого-то амбара, и в конечном итоге мы его нашли. Конечно, путь к этому был не близкий. В конечном итоге мы все замочились по самое колено, кто-то даже умудрился намочиться по пояс. Но если верить карте, то мы дошли. Мне так кажется. Смотрите. Пусто? Везде пусто? Ну где провизия-то, черт возьми? Мы пришли к амбару, и мы вообще не понимали, что происходит. Обходили, но, видимо, из-за того, что все немножко вымотались, все устали, не сразу смогли найти правильную дверь. Нет, я думаю, это не то немного. Потом, Ну, пойдем спустя туда. минут 10, мы доперли, что у нас есть топор и есть замок, который можно снести. Покружили еще. А, да! Смотри! Идите сюда скорей! А почему это сразу же никто не проверил? Потому что там висел замок! После того, как мы зашли в амбар, я искал провизию. Где она может быть? Мы открывали вообще все ящики, весь мусор, который мог там быть. Мы осмотрели все мотоциклы, всю технику, но не могли найти того, что нам нужно, хоть какую-то подсказку. В августе 1942 года Виктор Колокольцев в составе партизанского отряда пробрался на оккупированную территорию в районе белорусского города Ивацевичи. Партизаны проникли на склад с зерном и запустили паровую мельницу. Они намололи муки, которую смогли доставить через лес в свое расположение. Да, это похоже на склад. Что это, если не склад с провизией? Здесь есть мука. Вот написано мука. Мы нашли муку! Это и есть провизия! Ребят, взяли и пошли, у нас нет Настя, выбора. ты не несешь мешок, погоди, дай людям собраться с мыслями. потому что вы очень долго собираетесь с мыслями. Погнали. У нас нет Он уже выбора. Мы поднял. должны идти и все. Когда мы положили мешки на наши горбы и начали их нести, нас напугал взрыв. Кто-то из команды начал переживать, что что-то случилось со второй частью нашей команды, и это было немного страшно. Мне кажется, кто говорит, что блогеры ни на что не способны, только писать свой контент и так далее, вот смотрите, что вытворяют ребята. Это настоящий подвиг. Как говорится, голова прошла, все пройдет.
Тебе помочь уже? Можно? Там ноги, понимаете? А У что меня с ним? ноги не пролазят. Мне кажется, слишком высокий просто для этого. Ну, либо надо чуть-чуть поглубже подкопать. Как думаешь? Вот это я ударил. Слушай, ну ты уже многое сделал. Осталось чуть-чуть. Сейчас должно открыться второе дихання. Я Пролез? просто Микеланджело, я там так сложил ноги. Когда йогой занимаются, сидят в позе лотоса вот так, типа с ногами. И мне так нужно было сделать, чтобы пролезть. Если вы не забыли, что у нас все про все, у вас 6 часов. Так, тут сейчас тяжело. Давай поймем, куда дальше. Давай Что у вас, вперед. ребята, за сложности? Не-не-не, давай, проходи. Проходи. Ребята, я вижу, куда нам. Мешки я вспоминать, наверное, буду долго, ввиду того, что спина у меня не самая сильная. Когда ты вспоминаешь истории своих родителей, об их родителей, когда они рассказывают, что люди совершали такие подвиги, там просто жертвовали собой. И здесь ты смотришь на ребят и думаешь, ну вы чего, блин, вы не можете донести мешок. Ники, давай тебе сейчас. Да вы что, будете меняться каждые 5 метров, ребят? Ребята благополучно выбрались из амбара, сделали потрясающий подкоп, молодцы. На это ушло чуточку больше времени, чем планировалось, но они справились. Молодец. Отлично. Молодец. Дай пятюнечку. Это просто... Давай пятюнечку. Ангар Так держать. Ну что, молодцы, выбрались. Не забывайте все свои вещи. Что вам нужно делать дальше? Нам надо найти велосипеды. А, вот они. То есть вы помните, ну все, если вы нашли велосипед, давайте отправимся к велосипедам и узнаем, что же нужно Нам сделать. сейчас с ними. нужно велосипед починить. — 19 августа 1942 года рядовой Красной армии Шувалов бежал из немецкого плена. Украв личный велосипед офицера СС, он по бездорожью, избегая немецких постов и поисковых отрядов, преодолел 250 километров всего за 2 дня и воссоединился с советской армией, встретившей его как героя. Трофейный велосипед Шувалов всю свою жизнь хранил у себя на балконе. Он прожил 75 лет. Ну что, рюкзаки на плечи, садимся на велосипеды. Так, давай. 1, 2, 3. Лодка? Да, лодка! Отлично! Ура! Ура! Жесть, вы герои! На, смотри карту. Она нас и будет вести. Нам надо первый груз отправить. Нет, будем по очереди. Да, по очереди. Несколько рейсов. Главное нам эту еду доставить. Мы хотели сначала всей толпой, но когда мы погрузили туда мешки и поставили туда 2-3 человека, мы даже не смогли столкнуть лодку с места. Ты можешь нас попробовать толкнуть вот в этот борт? А, вообще лучше, конечно, там. Только не Мы отталкивались от берега, ребята нам помогали, и я в какой-то момент толкнулся веслом, и оно немножечко просело. У нас весла нет. Все, значит, работаем одним веслом. Последний раз на велосипеде я ездила, наверное, очень давно. Ну, где-то, не знаю, лет 14-15. О нет, о нет! Час точно мы ехали. Там лужи, короче, были изначально. Я их объезжал, а потом, я, короче, так по лужам просто скакал. Держитесь, да, на центре держитесь, да. Если будете держаться по центру, то все будет нормально. Все, давайте будем... Обратно один, вернитесь, один только! Да, только один. Когда мы вылезли, мы просто вот по пояс были в ледяной воде, было очень холодно, и ребята отправились первые.
Я немножко разочаровался в себе, в своих силах, особенно в виде как тиктокер, который, ну, казалось бы, справляется с этим лучше меня. Ты готова? Нам ехать всего лишь еще. Все нормально. Да я не поеду. Нет. Все окей, только не расстраивайся. В поездке мне стало плохо, и у меня физически просто, типа, все тело, оно как ватное стало, и я не могла дальше ехать. Вот, и пришлось оставить Женю. И Женя вообще молодец, Let's красавчик. go. Мужчины. Один получен. И второй мешок на базе. Возвращаемся за ними. Ты стоишь, ждешь и понимаешь, что это конец. Вот как будто на самом деле это конец. Прям жалеешь сам себя, испытываешь такое чувство, вот просто там вплоть до слез, и просто вот ждешь, когда они вернутся. Молодцы, разобрались, несмотря на то, что было одно весло. Они вернулись за нами, мы сели в лодку, и там уже я понимала, что вот просто считанные какие-то минутки, и я смогу хоть немножко выдохнуть. Добрался? Да. Красавчик, дай пятерочку. Вот так ты знаешь, да, с боевым другом? А где еще второй боевой друг? Куда дел? Она осталась там. Все, хорошо, то есть ты дальше продолжай в одиночку. Да. Смотри, как ты уже понял, дальше ехать не на чем. Вернее, нет возможности, нет дороги, она Сломался закончилась. велосипед. Поэтому смотри, ты берешь велосипед, идешь вон до той опушки. Ага. То есть я, короче, с великом иду по воде, по колено мне. Я иду по воде, оператор там спереди бежит, я такой, вау, давай, мужик, сейчас еще тикток снимем. Справились. Времени, как я думал, у вас это займет поменьше. Насколько я понял, проблема с веслом, да, добавила нам по времянке. И немножко заплутали в болотах. Но в целом, вот они, мешки с мукой. Вы обеспечили провиантом свой отряд, поэтому только вот так вот. Я рада, что мы прошли, но было очень сложно, правда. Я не знаю, сейчас прям такой момент, когда на самом деле задумываешься, как было тяжело людям. И то, что мы сегодня прошли, это лишь 1/100, что на самом деле происходило. Очень холодно, очень тяжело. И мальчики, они такие молодцы, они ни разу меня не бросили. И мы сегодня, правда, были командой, потому что мне было очень тяжело. Это очень круто. Я рада, что мы справились. После того, как мы вернулись на базу, я лично вздохнул с облегчением, потому что 100 килограмм муки уже перевезены, больше, скорее всего, не придется мокнуть. И началась такая более-менее классическая походная история, где нужно разжечь костер, где нужно разбить небольшой какой-то лагерь, отогреть ноги, высушить обувь. Короче, самое приятное. Ну вот и мы приплыли. Потом я быстренько собрался силами, и мы поехали дальше в путь, потому что путь нам предстоял долгий и холодный.
Когда мы занимались в лагере своими бытовыми делами, произошло кое-что странное. В этот момент появился Женя, он был довольно-таки веселый и на велосипеде. Но он был, черт возьми, один. Я смотрю вдаль, и я понимаю, что Исы нет. Я уже такой, ну что? Ну, серьезно, просто стало плохо. Ну, она слегла или что? Нет, устала. Физически устала. Сошла с дистанции. Я встретил ребят, я очень обрадовался, что у них есть мука. И уже тесто готовое. И уже почти лепешки были. Но встретили они меня, конечно, так. Ну, встретили нормально, но потом вот эти вопросы. Подожди, а что с Исой? Ты серьезно? Ну, вот эти все всякие штучки мне не понравились. Иса, заходи. Да. Ты как? Встречаю. Ну, сейчас-то все нормально? Что, ты как? Ну, давай на кухню тогда. Любовь. Когда я увидел Ису, я уже обрадовался, что она пришла там никакая не заплаканная, не грустная, ничего. Она пришла чистенькая, классненькая, у нее все хорошо. Почему так аккуратно? Ломать Даже вкусно. Это съедобно? Что значит даже вкусно? Ты же сама лепила это. Что значит даже вкусно? Итак, друзья, Мясники, 5 которые мы часов принесли. 43 минуты. Я остановлю даже на 17 минут раньше. Я вас поздравляю. Я считаю, что здесь очень сложные испытания. Каждый человек, который, наверное, особенно мы, молодое поколение, мы выросли в очень тепличных условиях. И когда нас резко кидают вот в такие ситуации, конечно, не все способны справиться. Смотря на то, как мы сегодня провели день, и учитывая то, что люди раньше так жили, ну, это жесть. Мы говорим то, что это тяжело, ну, не просто так. Мы сравниваем с тем, что у нас сейчас есть. Ну-ка все кусаем, кусай. Кусай, давай, кусай. Опа, кусаем. Опа. Вот только Женя молодец. Не тебе жарит, не чужую ест. Я вас поздравляю, и хотя этот день вы пережили не без потерь, посмотрим, что будет дальше. Ну а пока вы все молодцы. Караван идет на восход, все, что случится, тоже пройдет. Каждый шаг опыт, запиши на свой счет, время не ждет. Каждый день сопромат, ночью на бодрых, утром помят. Куча наивных, что ищут свой клад, в итоге прогнутся, как Понтий Пилат. Голоса в голове мне сказали кричи, и я верю им вновь на то сотни причин. И слова мои тишину режут ночи, открывая замки и подбирая ключи к сердцу того, кто остался один. Помни, у нас еще все впереди, пока вера горит, ты не победи. Мы все размотаем, все порешим. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян.